как говорить на любом языке. Вообще, как говорить на любом языке. Если вы хотите знать, как я могу говорить по-русски, я расскажу вам все, покажу вам все, чтобы вы тоже можете говорить на любом языке. Поэтому досмотрите видео до конца, это очень важно. Поехали, друзья. Ну окей, ребята, давай сначала, давай сразу к делу. Как мы можем вообще говорить на любом языке? Как мы можем вообще начать этого сделать? Если задуматься, я думаю, что самое главное заключается в том, чтобы просто говорить. Это все, что вам нужно делать вообще. Это такое правило, ребята. Это такое просто такое правило. Если вы хотите стать писателем, пиши. Если вы хотите стать баскетболистом, играй в баскетбол. Если вы хотите говорить на любом языке, то говорить на этом языке, который ты изучаешь. Это так просто, ребята. Я говорю по собственному опыту. Как я могу говорить по-русски? Я просто все время говорю на русском. Если вы хотите видеть, о чем именно я имею в виду, вот запись, которая идет. Вот запись, которую я играю сейчас. Который буду играть в течение всего этого видео, чтобы вы поняли, как я могу говорить на русском языке. Потому что я все время говорю на русском языке. Вы видите, в течение 2 лет я это делаю. И вы тоже можете говорить на любом, бегло, свободно. Так, если вы просто все время говорите, если вы говорите на этом языке, который ты изучаешь, это так просто. Вообще, особенно если такой легкий, такой, неважно какой язык, вы тоже можете говорить на любом языке, неважно если сложно, неважно если легко. Просто все, что вам нужно делать, это просто говорить на этом языке. Как я сказал, это такое правило. Что вам нужно сделать, если вы хотите стать писателем, то пиши. Если вы хотите стать баскетболистом, это так просто. Вы понимаете? Поэтому говорить на этом языке. Вы видите? Часами. Я просто все время говорю. Все время говорю в течение 2 лет. И вы тоже можете делать. Ну окей, я знаю, что такое вообще. Просто записи. Что, личный такой дневник? Да, ребята. Вот именно что такое. Потому что я говорю вообще все время так. Ну окей, я знаю, что некоторые из вас думают, что это что такое вообще? Ты говоришь сам собой, что такое вообще? А как насчет других людей? Да, ребята, я понимаю вас вообще. Мы социальные существа, мы люди вообще. Мы любим говорить с другими людьми. Но вот что я вам скажу. Если вы просто записываете вот такие записи, вы на самом деле не говорите сами собой. Потому что на самом деле вы говорите с собой, но в будущем. Поэтому значит, что это совсем другой человек. Поэтому твой мозг осознает, как будто ты говоришь с другим человеком. Вообще, что происходит? Когда я вот делаю такие записи, видите, вот часами. Ну окей, я знаю, что есть такие приложения. Я раньше, на самом деле, ими пользовался раньше в моей жизни, если честно. Есть Tandem, есть HelloTalk, видите, вот. Я раньше пользовался ими, но, если честно, ребята, вот почему я люблю эти такие записи. И это такой личный дневник. Потому что другие люди, тебе надо положиться на других людей, чтобы просто говорить с ними вообще. Что такое? Вы можете просто выключить запись и говорить вот так, и просто бум. У тебя все это время, чтобы просто говорить вот все. Потому что не надо просто положиться на другого человека, чтобы просто, что ты говоришь, что ты думаешь об этом? Нет, блин. Просто можно говорить вот так, просто так. Потому что я говорю, вот эти приложения не так очень эффективны, потому что эти люди, которые говорят там, они не хотят, чтобы ты говорил с ними вслух вообще. Они не хотят, чтобы вы говорили с ними так, диалог. Вы знаете почему? Потому что они только хотят писать. Потому что мы живем в такой эре, где просто люди хотят просто вот, да, потому что у нас вот такое мгновенное вознаграждение. Если мы просто вот, мы говорим, это скучно немного так, поэтому давай просто писать быстро вот так. Потому что у них нет терпения, они не хотят ответить. Или просто такие звонки они не хотят вообще, поэтому это приложение не так очень эффективно. Но окей, ребята, давай говорить именно как вообще это сделать. И о чем говорить вообще. О чем именно говорить. Потому что когда у нас другой человек, можем просто открыть диалог и говорить с ними, да? Но, ребята, я вот хочу сказать вам. У нас тоже такой диалог, который просто постоянно говорит. Постоянно идет вообще. Это диалог. Вы знаете такой, да? Это внутренний голос. Внутренний голос внутри этой башки, который постоянно говорит. Он постоянно говорит вообще. О чем именно он говорит? Вот именно вообще. Он просто думает, но здесь. И здесь. И на каком языке? Вот именно. Поэтому эти записи ты просто думаешь вслух. Вот что вам нужно делать. Просто думаешь вслух. Говорит о таких планах у тебя сегодня. Как прошел твой день. Какие планы, которые у тебя есть. Какие интересные мысли. Как вы видите, вообще, эти интересные такие названия, которые есть. Есть некоторые из них, на самом деле. Ну, и вообще думать вслух. Это все, что вам нужно сделать. И о чем вообще интересные мысли у тебя. Интересные новые открытия, новые знания, новые что. Просто думай, наблюдение вообще. Какие книги, что ты узнал сегодня. Какие книги вообще. Это очень полезно на самом деле, ребята. Но мы позже будем об этом говорить. Но я хочу, чтобы вы поняли. Это очень полезно. Потому что собственный такой дневник. Ты вообще размышляешь, ты вообще открываешь новые такие. И ты говоришь на иностранном языке, который развиваешь вот эти навыки. Это очень полезно и круто вообще. И, кстати, если вы не знаете, как говорить такое слово, если вы не знаете, как это сказать, что просто сразу перевести. Вот что. Вам нужно просто перевести это, и все будет лучше. Потому что, окей, вот как это сказал, хорошо, а потом вот. Но я хочу подчеркнуть вообще, где именно этого сделать, если честно, ребят.
это и каким образом то есть. Очень важно, что вы это сделали, когда ты гуляешь вообще, когда вы гуляете. Я знаю, иногда на ты, на вы иногда бывает. Но я хочу, чтобы вы поняли, что это очень важно, когда вы говорите, когда вы гуляете. Очень важно, потому что это помогает вообще во всем вообще. Лучше сделать это в спокойном, тихом месте. Нельзя сделать это в шумном месте. Ну окей, можно, но я скажу вам вот что. Очень полезно, крайне полезно, когда вы делаете вообще в тихом, спокойном месте. Потому что вам нужно слышать себя вообще. Это очень полезно, чтобы вообще твои мысли, и вот очень полезно, чтобы просто делать в спокойном, тихом месте, ты гуляешь вообще. Я все время это сделал вообще, если честно. Но я знаю, что некоторые из вас думают, что вот это странно. Что это такое вообще? Странно. Говори сам собой. Что это такое вообще? Зачем вообще? Вы хотите знать что-то? Самые успешные люди в мире, самые успешные люди в истории, они сделали то, что странно. Они сделали то, что необычно. Они сделали то, что не все остальные делают. Потому что они хотят добиться своего. Они делают все, что возможно. Они делают то, что не все так делают. Потому что они хотят добиться своего. Они хотят достигнуть к твоим целям. Они хотят вообще этого сделать. И вот, они делают то, что странно. Они делают то, что необычно. Не все это так делают. Поэтому вам нужно знать, что делать то, что странно. Потому что на самом деле помогает вообще добиться своего. И, ребята, я знаю, что некоторые из вас думают, что если я говорю на улице, и люди смотрят на меня, как будто я говорю сам собой, я делаю так, я говорю на странном языке вообще, или просто вслух так, или что? Пофиг на их мнение вообще. Это очень важно, чтобы вы поняли, что вообще пофиг на их мнение. Просто сделай это вообще. Я сделал в Америке. Я говорю на русском вообще вслух, когда я был рядом с американцами, как бы они смотрят на меня, но мне пофиг вообще, потому что я люблю это сделать. Потому что я знаю, что это полезно, я знаю, что это круто, я знаю, что это здорово. Я знаю, что я помогаю своим целям, чтобы лучше говорить на русском языке и вообще знать язык вообще. Вот как вообще. Вот что. Поэтому пофиг на их мнение и просто сделай это, потому что вот как вы можете просто добиться своего. Особенно в этом плане, чтобы лучше говорить на любом языке, я имею в виду вообще, чтобы на любом языке. Вот что. Я хочу вам сказать. Просто сделай это вообще. Это так просто. Говорить и сделать это. Как я сказал, где угодно. Я знаю, некоторые из вас думают, что вот, слишком много времени, типа часами, мне время для этого. Окей. 30 минут, 15 минут. Вот. Не надо просто много часов, как я вообще это сделал. Нет, вы можете просто 15 минут, 30 минут. И каждый день. Самое главное, каждый день. Вот как вообще говорить на любом языке. Если вы можете вообще сделать это каждый день. Серьезно, так очень важно. Я хочу подчеркнуть вот это. Вы можете сделать в любом месте. Не надо быть в другой стране, чтобы просто, да, мне нужно жить. Я знаю, я живу вот в России. Вы хотите знать, я все сделал в Америке. Видите записи. Я переехал сюда 9 сентября 2024 году. И поэтому все время, большинство времени я просто говорил вот там в Америке. Поэтому вы можете делать все. Вообще никаких оправданий вообще. Вы можете делать где угодно, дома. Вообще не важно, где угодно. Если у вас нет места, чтобы это сделать, просто делать дома. Не важно где. Просто говорить и все. Вот как. И еще раз, я хочу вот это сказать. Просто сделать это. Вообще. Просто сделать это. Просто сделать это. Вы знаете? Просто сделать это. Вообще так просто. Просто говорите. Это все. Это все, что вам нужно делать. Просто говори. И все. И все время. Каждый день. И все будет лучше. Я не шучу. Поэтому вот. Но давай об этом. Давай самое главное. Я знаю, в течение всего этого видео вы думали, ну что, как вообще я могу говорить, если я не знаю, нет никаких слов. Нет никаких слов. Я знаю, в конце я вообще сдал момент, чтобы вот вам сказать, что вам, конечно, нужно изучать. Вот, так просто, конечно. Вы не можете говорить, если вы не знаете слова вообще. Вот так, серьезно. Поэтому вам просто нужно изучать. Ну как изучать? Ну что? Ну, как я сказал вообще, ребята, самое главное в языке — это просто слова. Поэтому самое главное, чтобы просто изучай новые слова. Изучайте новые слова, новые выражения, чтобы вы можете лучше говорить, потому что самое главное в языках — просто
новые слова, выражение фразы. Все. Это значит, что вы не тратите время впустую на изучение грамматики. Что такое вообще? Вы думаете, что я говорю по-русски, потому что вот, я хочу знать, это подеть, вот это, вот. Нет, блин. Я просто хочу новые слова, новые выражения, новые фразы. Хочу их знать. И вот, не надо тратить время на грамматику, как это. Например, в английском языке, да, есть вот present simple, simple. Да, это такие, да. Не надо просто тратить время на вот, о, как это сделать? Нет. Потому что вы хотите, как я могу вообще лучше, как я могу говорить по-русски вообще грамотно, если я никогда не формально изучал. Я вам скажу, я никогда не формально изучал вот грамматику. Вы хотите знать, как я могу говорить по-русски, потому что я просто наблюдаю за этими такими. Все время я слушаю, все время я просто вот как изучаю, просто слушаю. И все просто, окей, вот как говорит, я вот это, я понял это, потому что вы хотите знать, как дети вообще знают родной язык, потому что все время на этом языке вообще. Вам просто нужно изучать как ребенок. Новые слова, просто примите так, и не надо просто, вот это грамматика. Нет. Да, позже можно так, но сейчас нет. Новые слова самое главное. Конечно, в начале вот грамматика не очень, но не важно, потому что все время просто уйдет, и вообще вы можете лучше говорить. Я обещаю вам. Окей, ребята, как вы видите название этого видео, как говорить на любом языке. Я не только знаю русский, ребята, если честно. Я тоже знаю некоторые другие языки. Поэтому давай говорить на них. Sí, puedo hablar un poco de español porque es posible para mí, porque yo sé unas palabras de este idioma, porque es posible para mí, porque yo me parece que es muy fácil cuando yo hablo de español, porque no es muy difícil, sí, es posible para mí. Español, yo sé, puedo hablar un poco de español porque es posible para mí, sí. Ja, ich kann ein bisschen durchsprechen. Das ist etwas, das man kann sagen, ich kann es machen hier. Weil ich glaube, das ist cool für mich hier. Ich spreche auf Deutsch jetzt, aber ich glaube, dass ich spreche sehr schlecht. Ja, ich weiß, dass es gibt so viele Fälle, aber das ist nicht so. Aber ich kann es machen, weil ich weiß einige Worte. Und ich glaube, das ist sehr cool für mich hier. Aber ich glaube, dass Russisch ist besser für mich. Ja, ich weiß, dass ich spreche sehr schlecht, aber Russisch ist ja besser für mich überhaupt. Weil ich sage es jetzt, Mann, das ist richtig hier, das ist wichtig, das ist cool für mich hier. Aber ja, Mann, ich kann es machen. And you guys know this is my native language. So when I'm speaking English, right, guys. So I want to speak Russian when I'm speaking English. To be honest with you guys, you guys already know this because I already told you guys, right? So you guys know. So here's another language. It's my native language, so you know, don't really need to include it here, but just wanted to include this because, you know, different languages, and to speak in any language, really, you just gotta speak. That's all. Like I said that many times, but so that's what's going on here. Just speak and everything. I also know a little bit of Chinese too. 我是美国人，我不是中国人。Да, ладно, хорошо. Ну хорошо, ребята, давай заключение. Я знаю, в течение всего этого видео я вам сказал много чего, что вам нужно просто говорить. И в этом заключении, ребята, я просто хочу еще раз об этом говорить. Да, надо просто говорить. Это так просто. Нет никаких оправданий. Вы можете делать где угодно, когда угодно, вообще. Личные записи. И даже, да, я хочу подчеркнуть это. Конечно, полезно говорить с другими людьми. Я хочу это сказать. Конечно, полезно говорить с другими людьми. Я это, конечно, знаю. Да, можно говорить с другими людьми, но вот эффективно со мной говорить сам собой, типа того. У других людей нет времени на тебе. У них нет терпения. Но вот у вас есть время. У вас есть вот это время, что вы сделали. У вас есть терпение сам собой вообще. Потому что, да, эти носители языков вообще, у них нет терпения, чтобы просто ждать вот твои ошибки, вот так. Потому что, да, вот, ошибки говорения, вот, уйдут. Они исчезают вообще, они исчезнут вообще. Потому что чем чаще, тем лучше. Вообще. Поэтому вот, сделай каждый день, и все будет лучше. Просто сделай это. Никаких оправданий. Никаких оправданий. Если вы хотите говорить, говори. Это так просто. Я хочу это сказать. Есть люди, которые знают слова, они знают язык, они знают, как вообще все это, да? Но они не знают, как говорить. Они могут понять других. Они знают все, они понимают все. Но они не знают, как говорить. А вы знаете почему? Потому что они никогда не говорили. Они знают язык, но не знают, как говорить. Это что такое? Это фейковое знание. Это вообще не знание, если вы не знаете, как говорить. Поэтому я вот вам скажу. Говорите, и все будет лучше. Все, друзья.
Это все. Спасибо огромное за просмотр. И еще раз говорит.